Добро пожаловать в эпоху, где ноль в графе поражений стал важнее, чем великое наследие. Современный бокс часто называют научным, атлетичным и высокотехнологичным. Нам внушают, что нынешние чемпионы – это вершина эволюции. Но давайте отбросим маркетинговую шелуху и взглянем на цифры. Статистика – это единственный судья, которого нельзя подкупить гонораром. Мы начинаем детальное сравнение золотой эры и нынешнего времени. Мы докажем, что бокс прошлого был не просто жестче, он был честнее во всех смыслах. Первый и самый болезненный факт – тотальное исчезновение боевой активности. Взгляните на сегодняшние графики выступлений. Выход в ринг один раз в 9 месяцев сегодня считается активным ведением карьеры. Промоутеры называют это периодом восстановления, лагерем, медиатуром. Но в золотую эру такие простои посчитали бы признаком глубокой депрессии или завершения карьеры. В те времена боксер не был проектом, который нужно беречь в инкубаторе. Он был воином, ремесленником, чьи навыки ковались исключительно в реальных боях, а не на спаррингах за закрытыми дверями. Чистота боев определяла уровень мастерства. Чем больше ты дерешься, тем выше твой боевой интеллект. Сегодня этот интеллект заменяют аналитикой на планшетах. Но ринг быстро выявляет разницу между теорией и практикой. Давайте перейдем к именам, которые заставляют дрожать историю. Роберто Дюран. Его кулаки называли каменными не за мощь в Инстаграме, а за 119 профессиональных битв. 119. Вдумайтесь. За один только 72-й год Дюран провел 10 боев. 10 реальных поединков за 12 месяцев. Или великий Хулио Сезар Чавес, чей рекорд достиг 87 побед без единого поражения, прежде чем он узнал вкус ничьей. Он провел 115 боев. В золотую эру чемпион мира мог проводить по 6 защит титула в год, плюс рейтинговые поединки для поддержания формы. А теперь посмотрим на нынешних лидеров P4P. Джервонта Танк Дэвис. Безусловно одаренный боец, но за всю карьеру у него едва наберется 30 боев за 11 лет. Дэвин Хейни, Шакур Стивенсон. Их график выступлений напоминает расписание ленивого студента. В чем причина? Страх. Страх потерять маркетинговый ноль. В золотую эру поражение было лишь уроком. Сегодня поражение – это падение рыночной стоимости. Мы променяли великих мастеров на осторожных бизнесменов, которые выходят в ринг только тогда, когда риск минимален, а чек максимален. Факт второй. Искусственное ожидание и смерть духа соперничества. В золотую эру лучшие боксеры не спрашивали, сколько мне заплатят за трансляцию. Они спрашивали, кто стоит выше меня в рейтинге. Эпоха четырех королей – Марвина Хаглера, Шугара Рэя Леонардо, Томаса Хернса и Роберто Дюрана – это золотой стандарт мужества. Эти люди перебили друг друга на пике формы. Никто не ждал, пока соперник постареет, попадет в аварию или потеряет форму. Бой Хаглера и Хернса в 1985 году длился всего 8 минут, но в эти 8 минут было вложено больше ярости и мастерства, чем во все современные супертяжелые противостояния последних 5 лет. Они рисковали всем ради наследия. Проигрыш великому чемпиону не лишал тебя статуса звезды, он его подтверждал. Фанаты уважали смелость больше, чем идеальный рекорд. Сегодняшний бокс – это игра в кошки-мышки. Супербои сегодня маринуются годами. Промоутеры ждут идеального момента, который на самом деле означает лишь одно – когда соперник станет максимально удобным и безопасным. Посмотрите на ситуацию с Терренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом. Весь мир ждал этого боя 5 лет. 5 лучших лет их карьеры прошли в спорах о разделении гонорара и телевизионных правах. Когда они, наконец, вышли в ринг, один из них уже был тенью самого себя. Это не спорт, это бухгалтерия. Или ситуация в тяжелом весе. Тайсон Фьюри и Александр Усик договаривались о бое так долго, что фанаты успели потерять интерес. В 80-е Мухаммед Али, Джо Фрейзер и Джордж Форман дрались друг с другом по кругу,
устраивая трилогии, которые до сих пор пересматривают миллионы. Они не прятались за юридическими пунктами контрактов. Если ты называл себя лучшим, ты шел и доказывал это против самого опасного претендента. Современные чемпионы – это заложники своих менеджеров. Они стали слишком дорогими для того, чтобы рисковать. Боксер превратился в антикварную вазу, которую выставляют из сейфа раз в год, чтобы стереть пыль и собрать деньги с платных трансляций. Это убивает интерес молодежи и превращает спорт в закрытый элитный клуб для скучных сделок. Факт третий. Утраченная выносливость и биологический предел. До начала 80-х чемпионские бои длились 15 раундов. И это не просто лишние 9 минут времени. Это целая пропасть в физиологии и психологии. Раунды с 13 по 15 называли чемпионскими, потому что именно там заканчивался кислород и начинался чистый характер. Вспомните триллер в Маниле «Мухаммед Али против Джо Фрейзера». Это было за пределами человеческих возможностей. Фрейзер был практически ослепшим. Али был на грани обморока от жары и боли. Но они выходили на 14 и 15 раунды. Именно в этих экстремальных условиях ковались легенды, которые живут вечно. Сегодняшние боксеры, несмотря на всю современную фармакологию, диетологов и мониторы сердечного ритма, начинают тяжело дышать уже к 10-му раунду. Сокращение дистанции до 12 раундов было сделано в целях безопасности, и это правильно с точки зрения медицины. Но это же решение сделало боксеров тепличными. Сокращение раундов привело к тому, что боксеры перестали распределять силы на марафонскую дистанцию. Теперь это спринт, где можно переждать бурю в защите и дотянуть до судейских записок. Исчез инстинкт убийцы. Посмотрите на Майка Тайсона образца 1986 года. Он не планировал боксировать 12 раундов. Он выходил, чтобы снести голову сопернику в первые 3 минуты. В золотую эру процент нокаутов у топов был выше не потому, что они били сильнее, а потому, что они были агрессивнее. Риск поощрялся. Если ты не финишировал соперника, ты мог проиграть в тех самых поздних раундах, где выносливость решала все. Современный бокс – это игра в безопасность прежде всего. Чемпионы стали аккуратными технарями, которые боятся ввязаться в размен, чтобы не испортить прическу и идеальный рекорд. Мы потеряли первобытную драму превращения человека в титана через преодоление боли. Бокс стал стерильным, как операционная, где каждое движение просчитано компьютером, а не продиктовано сердцем воина. Факт четвертый. Обесценивание статуса чемпиона. В золотую эру бокса фраза «чемпион мира» имела сакральный смысл. Это означало, что ты – единственный король на всей планете в своем весе. Быть чемпионом означало быть богом ринга. Сегодня титул чемпиона мира раздают как сувениры. 4 основные организации, и у каждой по 3-4 версии пояса. В одной весовой категории может быть одновременно 5 человек, называющих себя чемпионами. Это уничтожение самой сути спорта. Когда титулов много, они перестают стоить хоть чего-то. Раньше пояс был один, и за него нужно было убить. Сегодня пояс – это просто инструмент маркетинга. Мы променяли истинное величие на бижутерию. Глубина дивизионов. Океан против бассейна. Посмотрите на тяжелый вес 90-х. Тайсон, Холлифилд, Льюис, Боу. Каждый из них – легенда. 10-й номер рейтинга тогда мог легко нокаутировать сегодняшнего чемпиона. Сегодня дивизионы пусты. Современные топы набивают рекорды на бойцах, чей уровень едва дотягивает до спарринг-партнеров прошлого. Подведем итог. Золотая эра была про характер, который нельзя купить. Современная эра про безопасность, которую нельзя потерять. Если вы согласны, что раньше бокс был искусством гладиаторов, ставьте лайк. Пишите в комментариях, кто из старой школы ваш любимый. С вами был канал Стира Спорт. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые разборы. До встречи в ринге.